В этом видео я хочу поделиться с вами размышлениями о книге Майкла Роуча, которая называется «Как работает йога. Философия физического и духовного самосовершенствования». Вы знаете, кто такой Майкл Роуч. На нашем канале есть видео «Как работают чакры», где мы уже говорили о нем. Майкл Роуч – американский тибетский монах, первый западный человек за 600 лет, который закончил обучение в тибетском монастыре. Более 20 лет он провел в тибетском монастыре, обучаясь древним тибетским знаниям, и получил степень геше – магистр буддийских наук. Геше Майкл Роуч является автором мировых бестселлеров «Алмазный огранщик», «Кармический менеджмент», «Как работает йога» и другие. Майкл Роуч с успехом приложил учения Будды к современным финансовым стратегиям и предложил оригинальные пути и их решения в своих книгах. Книга «Как работает йога. Философия физического и духовного самосовершенствования». Это настолько удивительная книга, которая увлекательным, простым языком рассказывает о древних знаниях тибетского учения о йоге. Краткая суть книги. Молодая девушка вот уже целый год путешествует из Тибета в Индию, к реке Ганг, Варанаси. В Тибете она прошла обучение йоге и теперь идет к своему новому учителю, чтобы продолжить свое обучение. С ней была маленькая тибетская собачка, которую зовут Вечный. В своей торбе она хранит священную книгу о древнем тибетском учении йоги, которую ей подарила ее учитель, и свои записи. В одной из деревень ее задерживает полиция. Ее заключают в тюрьму, предъявляя обвинение в том, что она украла эту древнюю книгу, потому что это была одна из самых древних книг о тибетской йоге, можно сказать, священная книга. Эта книга Йога-сутра, мать всех учений о йоге. И капитан, глава полиции, не верит, что эта древняя книга принадлежит этой босоногой девушке, которая даже, возможно, не умеет читать на санскрите. И он предъявляет ей необычное требование, чтобы она помогла ему излечиться с помощью йоги и тем самым доказала, что она действительно обучалась ей. Таким образом, сидя в темной каморке, девушка думает: я могла бы представить себе все происходящее как нечто ужасное, угрожающее нашей с вечным жизни, а могла постараться увидеть за всем этим нечто большее. Неожиданно она приходит к выводу, что волей обстоятельств она оказалась в той ситуации, о которой всегда мечтала. У меня появилась возможность помочь другим излечиться с помощью йоги, знания, сокрытого в книжечке гуру. И впервые она поняла, что это значит – стоять перед учеником, как она когда-то стояла перед своим учителем. У капитана была искривлена и сильно болела спина от того, что он много часов неподвижно, сгорбившись, сидел за столом в течение многих лет. Увидев, что он действительно очень сильно хочет исцелиться, она ему говорит следующее: «Я верю, что вы действительно хотите исцелиться, поэтому я вам расскажу очень важное. И если вы последуете тому, что я скажу, и будете по-настоящему стараться,
то ваши занятия йогой станут постоянными. Вы перестанете пропускать тренировки, и тогда все получится. Капитан кивнул головой и сказал: «Рассказывай». «Я попробую». И тогда девушка в ответ сказала: «В книге Гуру говорится, если хочешь преодолеть препятствия, есть один единственный путь, один ключевой принцип. Этот принцип – сострадание». Вдумайтесь в эти слова. Это слова ее учителя, гуру. И реакция капитана: «Сострадание? Что ты имеешь в виду? Как это может помочь мне не пропускать тренировки?» И тогда она говорит ему: «Это что-то, что вам необходимо понять, что-то очень важное, понимаете? Нельзя заниматься йогой только для того, чтобы исправить свою спину. Это слишком мелко. Вы слишком мелки. Если мы что-то делаем только для себя, у нас ничего не получится. Нельзя прилагать усилия к чему-то, что мы делаем только ради себя, но не на нечто большее». Капитан засмеялся: «Так ты хочешь, чтобы я практиковал йогу не только ради себя, но ради других?» И девушка отвечает: «Все, что вам необходимо делать, это думать о том, как помочь другим, используя ваши новые знания. Если бы я, например, научила вас своей любви, ваша прошла бы спина. Йога может многое, многого такого, чего вы и представить себе не можете. Да, несомненно, она сможет изменить жизнь других». Сама важная мысль: если мы хотим чего-то добиться, то мы должны думать, как мы можем своими действиями помочь другим людям. Мы часто об этом слышим, когда мы занимаемся какими-то услугами, пытаясь помочь другим людям. Многие успешные бизнесмены говорят об этом. Подумайте, чем вы можете помочь человеку, и тогда ваш бизнес действительно будет успешным. Как сделать жизнь другого человека еще лучше. Поэтому вот так же и в йоге тибетский монах Майкл Роуч проводит вот эту удивительную, прекрасную мысль, наполненную огромной мудростью, древней тибетской мудростью о том, что когда вы хотите достичь какой-то цели, то надо подумать, как вы можете свои знания, полученные, применить для того, чтобы помочь другим людям. Вот что Майкл Роуч пишет в своей книге «Алмазный огранщик». Чтобы достичь какой-то цели, найди человека с такой же целью и помоги ему. Тогда успех придет и к тебе. Как благодаря применению древних знаний, которые Майкл Роуч получил в тибетском монастыре, он стал успешным бизнесменом. Действительно, он один из основателей крупнейшей в мире алмазной корпорации, консультант международных корпораций и правительств, основал Институт алмазной мудрости в США с целью создать новые и сохранить старые способы подготовки бизнесменов к претворению принципов алмазной мудрости в ежедневную коммерческую практику. Свои принципы он описал в книге «Алмазный огранщик», где рассказывает эту основную идею. Чтобы достичь какой-то цели, найди человека с такой же целью и помоги ему, тогда успех придет и к тебе. Он пишет о 4 важных
шагах, которые позволили ему создать корпорацию с миллионными оборотами. Он считает, что этот метод применим ко всем сферам жизни, как в бизнесе, так и в личной жизни. Ведь все в этом мире действует по законам кармы, говорит Майкл. Все могут быть богатыми и счастливыми, если будут знать, как действует этот механизм. Главный принцип алмазной мудрости строится на том, что все события нейтральны, а положительными или отрицательными их делают отпечатки, которые мы оставляем своими действиями, даже самыми малейшими. Отпечатки, созданные нами в прошлом, расцветают в нашем сознании и заставляют нас видеть происходящее именно таким образом. В результате человек начинает действовать в соответствии с этими отпечатками. Иначе говоря, воспринимает события, что заставит нас испытывать некоторый опыт, либо хороший, либо плохой. В результате формируются негативные или позитивные отпечатки. Это приводит к определенным последствиям в будущем. Все вокруг нас – люди, события, вещи, наши мысли – являются результатом отпечатков, которые возникают в сознании и заставляют нас испытывать определенные переживания. Именно поэтому следует быть очень внимательными к тому, как вы реагируете в кризисной или любой сложной ситуации. Майкл Роуч приводит пример. У вас в компании нехватка денег, поэтому вы начинаете отказывать другим в помощи, в которой они нуждаются, и говорите о сокращениях. Но самое важное то, что ваше мышление сдвигается с позиции созидания и творчества на позицию обороны и самозащиты. Каждая из этих реакций создает негативные ментальные отпечатки, когда вы отказываете в средствах и помощи тем, кто от вас зависит. Вы закладываете отпечаток, который вынудит вас видеть себя и свой бизнес не получающим достаточно средств и помощи. То есть у вас возникает негативное восприятие и отношение к данной ситуации. В результате формируется негативный ментальный отпечаток. Суть в том, что в ответ на финансовые проблемы, как личные, так и корпоративные, человек должен избегать скупости как состояния сознания, иначе говоря, состояние нехватки и дефицита. Почему при одинаковых условиях одни компании преуспевают, а другие терпят крах? Положение компании не столь зависит от внешних факторов, как считает Майкл Роуч, как от ментальных отпечатков, наложенных ее руководителем. Таким образом, важно создать правильные отпечатки. Как же это сделать? Вот принципы, которые Майкл Роуч излагает для того, чтобы создать правильные отпечатки для достижения целей. Первое. Чтобы увидеть себя преуспевающим в бизнесе и процветающим финансово, тренируйте щедрое и дающее состояние сознания. Второе. Чтобы ваш мир стал счастливым, ведите нравственную жизнь. Третье. Чтобы увидеть себя физически здоровым и внешне привлекательным, откажитесь от чувства гнева в любой форме. Четвертое. Чтобы увидеть себя лидером,
как в своей личной жизни, так и в бизнесе, получайте радость от своих созидательных и полезных действий. 5. Чтобы удерживать свои мысли постоянно сфокусированными, тренируйте концентрацию или практикуйте медитацию. 6. Чтобы увидеть себя свободным от мира, где мы не можем управлять ходом вещей, изучайте принципы скрытого потенциала и его связи с ментальными отпечатками. 7. Чтобы увидеть себя достигшим всех своих желаний и увидеть других достигшими всех своих желаний, развивайте в себе сострадательное отношение к окружающим. В своей книге Майкл Роуч анализирует разные проблемные ситуации, с которыми сталкиваются бизнесмены. Он советует охотнее делиться доходами с теми, кто помог их создать. Причем важна не столь сумма, которой вы делитесь, а просто ваша готовность ею поделиться. Все это создает позитивные отпечатки и хорошую карму. Интересно, что его принципы ведения бизнеса встречают критику. Вот что пишут критики о книге «Алмазный огранщик». Некритическая склонность Роуча без особого энтузиазма сочетать буддизм и капитализм может вызвать у читателя недоумение. Вот что пишут о книге «Кармический менеджмент». Озадачивает и тревожит в трактате, пропагандирующем альтруизм по отношению к конкурентам. Таким образом, критики на то и критики, они не обучались более 20 лет в тибетском монастыре древним тибетским знаниям. Майкл Роуч на своем примере показал, как стать успешным бизнесменом и свободным, счастливым человеком. Ну, а выбор за вами. Как вы можете применить или нет его знания, которыми он щедро делится в своих книгах.